Доброе утро, друзья! Очередной новостной блог на моем канале, подводящий итоги дня 16 октября. Подписывайтесь на мой канал, и вы не пропустите ни одной значимой новости в России и мире. Этот блог полностью посвящен нездоровой динамике роста коронавируса в России, переписывающей каждый день один рекорд за другим, разумеется, в кавычках. Не стал исключением и день 16 октября. Цифры новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны перевалили за последние сутки психологическую цифру в 15 тысяч. Как сообщает оперативный штаб, наибольшее количество заразившихся в Москве чуть более 5 тысяч, Санкт-Петербурге 647 и Московской области 448. Кроме того, 8485 пациентов с коронавирусом выздоровели, 232 человека умерли. Некоторые ведомства России забили тревогу по этому поводу. Так вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила в интервью Первому каналу о распространении коронавируса во всех субъектах Российской Федерации. Это, с ее слов, связано с увеличением количества источников заражения вследствие безответственного отношения части россиян к введенным мерам предосторожности. Это грозит сдвиганием порога заражаемости в большую сторону, отметила она. Роспотребнадзор также настоятельно рекомендует, наряду с ношением маски, тщательно мыть руки с мылом, что, как они объяснили, снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%, играя ключевую роль в борьбе с инфекцией. Также озабоченность ситуацией исходит и от Кремля. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хотя ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, его распространение идет очень сильно. Власти, со слов Дмитрия Пескова, принимают все меры, чтобы подвигнуть россиян соблюдать все меры предосторожности. Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, с 19 октября все следственные изоляторы Москвы закрыты на прием новых подозреваемых и обвиняемых. Новых поступающих будут направлять в СИЗО-7 для прохождения карантина на 14 дней, добавил он. После карантина их будут распределять по другим изоляторам, если у них будут отрицательные тесты на коронавирус. Новый порядок вступит в силу с 19 октября. Как сообщила сегодня пресс-служба ведомства, Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты для терапии при коронавирусной инфекции. Так, к примеру, препарат Илсира в дозировке 180 мг будет стоить 47,5 тысяч рублей, для авифавира в дозировке 200 мг обозначена цена в 1000 рублей за 10 штук. Для ареплевира в дозировке 200 мг 4000 рублей за 40 штук. Ранее была согласована цена в 100 рублей за одну таблетку для препарата фавипиравир, включенного в список жизненно важных лекарств. Вчера стало известно о ранней смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, популярного украинского блогера Дмитрия Стужука, которому было 35 лет. Ну и в конце выпуска новость последнего часа. В России разрабатывается препарат от COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение вируса, пока он находится на стадии доклинических испытаний, сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик Российской академии наук Рахим Хаитов. На этом мой выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.